Всем привет! С вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, нас не было дома несколько дней, а потому мы не отвечали на комментарии и не записывали новое видео. Но вот мы снова вернулись, и сейчас сделаем максимально короткий обзор новостей за последних несколько дней. Несмотря на то, что прокламацию 10.014 отменили уже 10 дней назад, хороших новостей в том количестве, в котором мы все хотели бы услышать, пока нет. И тем не менее, движение в консульствах по миграционным визам и в частности по кейсам DV 2021 однозначно началось, и мы нашли много информации на тему того, что в некоторых странах уже потихоньку назначают собеседование. Пока что речь идет в основном про страны африканского континента, но также проскакивает информация о назначении собеседования в Румынии и Молдавии. Несмотря на то, что эти страны находятся в Европе, под действие прокламации 10.143 они не попадают, так как не входят в шенгенскую зону, и ничего, кроме отсутствия кадровых мощностей, не мешает заниматься приглашением на интервью. Таких сообщений с приглашениями на интервью с каждым днем становится все больше и больше, и некоторые интервью, если верить информации, назначены уже на середину марта. Кроме Румынии и Молдавии, приглашения получают и другие европейские страны, не входящие в шенгенскую зону, например, Швейцария. Однако из-за действия прокламации 10.143 шенгенские страны, например, Польша, Франция и Германия, до сих пор не начали обрабатывать заявки. Кроме того, в некоторых странах, которые не попадают под бан из-за прокламации 10.143, в частности в России, причиной задержки начала обработки кейсов называют недостаток количества сотрудников и загруженность другими делами. Но в некоторых странах посольства до сих пор не работают из-за коронавируса. Несмотря на все это, ситуация улучшается изо дня в день. И, как я и говорила, скорее всего, на урегулирование этой ситуации в лучшем случае уйдет несколько недель или даже месяц. Подробнее о вариантах решения этой проблемы я рассказывала в другом видео. Ссылку найдете тут и в описании под этим видео. За последних несколько дней мы собрали немного больше информации на тему переноса интервью по DV 2021 для желающих пройти его в странах, которые не попадают под действие прокламации 10.143. Как я и говорила, на данный момент посольствам США во всех странах и без этого не хватает времени и сотрудников, а поэтому перенести собеседование, например, из Варшавы в Киев или Бухарест, сейчас точно не получится. Возможно, получится позже, но я бы не советовала сейчас этим заниматься и просто еще немного подождать, пока ситуация не прояснится. Что касается победителей DV 2020, которые не успели получить визы в прошлом году, тут все без особых изменений, и по-прежнему стоит ждать окончательных решений по судебным заседаниям, которые, скорее всего, озвучат к концу марта или в первой половине апреля. Шансы на возобновление проведения собеседований, хотя и небольшие, но они по-прежнему есть. Кроме того, закрывая тему вылета в США теми победителями DV 2020, у кого визы были на руках, уже собралось достаточно достоверной информации о вылетах из совершенно разных стран, включая европейские. Даже среди наших подписчиков уже есть счастливчики, которые наконец-то попали в США, и мы за них безумно рады. Так что если вы планируете вылететь в США из стран Европы, но переживаете, что могут не пустить на самолет, помните, согласно постановлениям, вы можете лететь несмотря на карантин. Главное, на всякий случай распечатайте с собой все необходимые документы, о которых я рассказывала в прошлом видео, и смело отправляйтесь в аэропорт. На сегодня все, друзья. Я, как и раньше, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект, подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.